Всем добрый день! Сегодня разберем текущую ситуацию на фондовом рынке в российской валюте. Поговорим о том, почему рынок так сильно рос в последние дни и какие у него перспективы, и вообще стоит ли сейчас покупать акции. Начнем. Итак, российский рынок люто выкупали последние дни, и изначально очень сильный жор и выкуп был в Сбере, но в последний день он усилился и в остальных бумагах, там тот же даже Газпром пампили. И в принципе, когда он только начинался, в начале недели уже было видно по объемам, что это явно крупняк начал тарить, в стакане плиты были, заметки по этим моментам, по некоторым я делал уже в телеграм-канале. Кстати, подписаться на мой телеграм-канал можно по ссылкам в описании. Вот, и тут главный вопрос сейчас вот в чем. То ли это инсайт у крупняка, то ли они ошибаются. Но такого мощного выкупа не было давно, и факт в том, что спекулятивно и даже инвестиционно в такой момент логичнее покупать. И очень часто такие крупные покупки, они совпадают слоями на рынке. И при прочих равных, если бы не было геополитики, я бы, естественно, по текущим ценам начал покупать наш рынок более агрессивно. И пока, исходя из внешнего фона, есть предположение, что крупняк может ошибаться. И, соответственно, если появится какой-то сильный негатив, падать мы можем мощно. Но, тем не менее, по многим инструментам были пробиты важные уровни, поэтому цели сейчас по рынку могут быть выше. Поэтому в текущих реалиях важно внимательно следить за ситуацией. Ну и, кстати, вот в закрытый телеграм-канал, в публичный инвест-портфель мы делали первые покупки с командой. Публичный счет, там это личный счет управляющего и из команды. По такому же принципу зеркально ведется несколько крупных счетов инвесторов. Вот, в личный портфель, возможно, тоже небольшие покупки сделаю на следующей неделе. Кстати, Газпром и Металлурги не покупали, многие спрашивали про них. Ну и там с командой в телеге мы расписали подробно, какие бумаги брали, почему, вообще какой потенциал у них. В общем, по каждой бумажке все расписано. И вообще те бумаги, которые мы брали, я считаю, они будут интереснее, даже если условно сейчас на рынке еще не дно и крупняк ошибается. И тут также важно упомянуть, что управление портфелем сейчас активное, то есть внимание обращаем на фон, на технику, то есть в случае чего позиции будут хеджироваться, вовремя сбрасываться и так далее. То есть за ситуацией мы внимательно следим, и даже те покупки, это не так, что купили и забыли про них. Нет, сейчас будет активное управление портфелем. И, кстати, я также некоторые спекулятивные сделки на этой неделе делал. Ну и посты сразу в моменте делал в телеграм-канал в момент входа в позиции. Вот. Вообще все сделки будут писаться в моменте, а не постфактум. То есть это касается инвестиций, спекуляций. То есть такие спекулятивные некоторые идеи. Это был шорт вот по ММВБ, там 2,6% по движению взял, а наполовину позиции я там частями разгружал, наполовину там 0,5 скинул. 3,5% шорт по НЛМК был, небольшая скальперская сделка по Сберу, там примерно 0,8%. По Сберу, кстати, вечером еще не удалось немножко поскальпировать. Вот, ссылки на закрытый телеграм-канал в описании, в закрепленном комментарии. Итак, что еще хотелось бы отметить коротко по фону, прежде чем к разбору рынка подробнее перейти. Не стоит забывать, что скоро также выборы в Конгресс США. Сейчас не особо эта тема где-то поднимается, а с одной стороны, смена власти там может и более позитивно, скажем так, сказаться на общем фоне, поскольку меньше военную помощь могут оказывать Украине. Но я не думаю, что все-таки крупняк тарит под это, поскольку тут тоже есть свои нюансы. И, во-первых, тут не предугадать это до конца, во-вторых, я не думаю, что это глобально как-то сильно повлияет на ситуацию. Вот, не будем сильно в это углубляться, может потом отдельно разберем, но тем не менее, за этим событием последить стоит. Вот, сильно не будем уходить в этом видео в геополитику, то есть пока лично для меня видится больше негативных сценариев, исходя именно из геополитики. Вот, но этой темы потом отдельно коснемся. Также вроде бы на следующей неделе придут дивы от Газпрома инвесторам, которые там с одной стороны тоже в рынок могут пойти, и в первую очередь голубые фишки. На самом деле я не думаю, что это прям сильно повлияет на рынок и пойдут все деньги. В любом случае будет видно, тоже понаблюдать стоит. Сейчас на демонстрацию переключусь и уже чуть подробнее пробежимся по инструментам. И, кстати, еще коротко, чуть не забыл упомянуть, я как-то отмечал, что уже есть первые звоночки, что ФРС США в принципе скоро с одной стороны могут переобуться в своей политике. США в последнее время задерживали отчет по дефициту бюджета, и вот в последние дни он вышел.
И по сути в США сейчас опять запустились вертолетные деньги в таком достаточно крупном масштабе. Вот, поэтому определенные звоночки уже есть. Ну, соответственно, кто по этой теме не слышал, я потом отдельно, возможно, подробнее в своем телеграм-канале, соответственно, эту тему подниму. Подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал, ссылки в описании. Вот, собственно, ну а теперь к разбору бумаг вернемся. Так, касательно индекса ММВБ, то есть у нас вышел он из диапазона, зону в районе 200 пробил, то есть это и психологический уровень был, было такое поджатие треугольником. Соответственно, первые цели по движению могут быть в районе там 210, 212, ну и там уже будем смотреть, соответственно, на силу рынка. В любом случае, сейчас глобально идут достаточно сильные покупки по рынку, объемы крупные по многим инструментам. Поэтому, естественно, ну, ни о каких шортах точно говорить нельзя, по крайней мере в текущей ситуации. То есть это нужно ожидать только пролива, скорее всего по индексам МВБ это обратно возврат в диапазон куда-то в район 200. Но скорее всего, опять же, это нужно что-то негативное по фону, чтобы сейчас пошли резко в моменте продажи. Поэтому так или иначе, спекулятивно, логичнее даже ну, там, в рамках дня искать точки входа на лонг. Ну, естественно, там, в понедельник нужно ждать открытия рынка, понятно, что сразу заскакивать нельзя. Но условно, если пролива и продаж не будет, даже будет какой-то рост, уход, допустим, в узкое накопление, то повторно дальше на выходе там, из накопления, либо от нижней границы, если какую-то неплохую сформируем, можно искать точки входа на покупку. Сразу заскакивать нельзя, так или иначе нужно дождаться закрепления, посмотреть на, соответственно, на силу рынка, будут ли продажи. Вот, поэтому при прочих равных сейчас лучше спекулировать, искать точки входа от лонга. Сценарий поменяется только, скорее всего, если что-то негативное появится по фону и начнутся крупные продажи. И по ММВБ это как минимум возврат обратно в диапазон. То есть рассматривать какие-то варианты в шорт только можно в этой, соответственно, зоне и там уже со стопами искать. Поэтому так или иначе пока последим, цели в принципе могут быть повыше по рынку. Глобально все же пока это сильно моего взгляда не меняет, но так или иначе сейчас могут быть цели повыше. Ну и как я отмечал там в закрытом канале, мы первые покупки делали, но управление портфелем будет активным, то есть в случае чего будем скидывать, там потом повторно набирать, ну и так далее. То есть агрессивного пока набора позиций нет, все на очень небольшие доли, там все покупки делаются и большая часть при этом портфеля в облигациях. Касательно доллара-рубля, тут в принципе без изменений, долгосрочный взгляд не поменялся, техническая картина пока не сильно интересна, и по таймингу я отмечал, что когда будет ослабление рубля, предсказать невозможно, но оно будет. И поэтому в том числе я для себя рассматриваю покупки в портфель через еврооблигации. Там сейчас по многим выпускам в принципе рисков нет. И там которые в долларах, тоже некий хедж от ослабления рубля. И возвращаясь к технике по доллару-рублю, то есть тут я бы следил только за уровнем 61 500. В принципе, если пробой будет, как минимум спекулятивные точки входа можно рассмотреть с целями в район 64. То есть в целом зона довольно неплохая, поэтому понаблюдать можно. Итак, касательно Сбербанка, то есть последние дни наблюдался мощный выкуп на объемах, то есть это явно тарил крупный игрок. Вопрос лишь в том, был ли инсайд, соответственно, либо крупный игрок ошибается. Но здесь нужно понимать, что отчетность банков сейчас закрыта, но так или иначе у менеджмента, у рейтинговых агентств есть доступ к этой информации, поэтому так или иначе инсайд с одной стороны быть может. Другой момент, что даже инсайдерам я уверен, что сейчас невозможно предсказать всю ситуацию, как она будет развиваться даже с той же геополитики. То есть условно, если будет развитие по какому-то негативному сценарию, то продажи могут пойти достаточно мощные. То есть, этот момент с точки зрения геополитики, естественно, предсказать нельзя. При прочих равных, если предположить, что, допустим, с этим все будет нормально, то, конечно, сейчас многие бумаги наши стоят достаточно дешево.
Причем основные покупки по Сбербанку еще в этой зоне начались, там крупные объемы начали проходить, достаточно крупные плиты в стакане стояли. И даже после сильного роста, кстати, про этот момент я отмечал, то есть у нас вот здесь вот была зона довольно сильных максимумов, в районе 115, там 116, то есть как раз вот здесь вот крупные объемы проходили, ну в принципе достаточно долго этот диапазон проторговывали. То есть в принципе после сильного роста вот здесь вот начал формироваться такой разворотный паттерн, я про него, собственно, в открытом телеграм-канале отмечал. То есть небольшие попытки отлива были, но при этом пролива не было, то есть мы сразу ушли в узкое накопление, если посмотреть, соответственно, на 5 минутках. То есть вот у нас эта зона, здесь было достаточно мощное удержание, даже по стакану в моменте, если следить, там постоянно довольно крупные лимитки подставляли. То есть распродаж практически не было, при этом очень мощно этот диапазон удерживали, это хорошо было видно. Поэтому, в принципе, в телеге я писал, что покупки идут достаточно мощные по Сбербанку. У меня изначально здесь была попытка даже шорт отработать, но я по безубытку закрылся потом сразу же, поскольку было видно, что продавить этот диапазон не могут. Ну, были потом попытки на следующий день небольшого пролива. Здесь небольшая скальперская сделка у меня была. Я ее приложу, я, в принципе, в закрытом канале это тоже обсуждали. Вот там я довольно быстро вышел, поскольку, опять же, этот диапазон основной, который я указывал, мы в районе 115, там 115,5, мы пробить так и не смогли. Выкуп там довольно мощный был, то есть и по стакану в том числе было видно, что выкупает. Очень часто, как я отмечал, такие покупки, они могут совпадать как раз с дном по рынку. Условно, если негативного сейчас по фону ничего развиваться не будет, конечно, рынок сейчас может показать довольно неплохое движение. Ну, так или иначе, для трейдера важно, что если есть какой-то тренд, всегда важно искать точки входа на лонг, присоединяться к нему. Ну, а с точки зрения инвест-покупок просто будет такое более активное управление портфелем в текущей ситуации, поскольку, естественно, там в случае какого-то сильного негатива тут нужно вовремя распродаваться, потому что, опять же, риски по проливу могут быть достаточно серьезные в случае чего. Ситуация все-таки сейчас не совсем стандартна. Вот, поэтому, будем смотреть в понедельник по открытию, что будет. Так или иначе, объемы довольно мощные, даже на вечерке рынок выкупали, поэтому, естественно, ни о каких шортов сейчас речи точно не идет, то есть нужен более какой-то сильный пролив и объемы на продажу, это опять же, скорее всего, куда-то уход под 115, то есть если какие-то шорты рассматривать. Поэтому сейчас остается просто наблюдать, смотреть за динамикой, за силой рынка, что будет в понедельник. То есть, возможно, опять же, там небольшая коррекция в какое-то узкое накопление уйдем. Естественно, это опять будет говорить о силе покупателя. Я как-то отдельные видео снимал, соответственно, на своем канале. То есть всегда важно обращать внимание, что происходит на рынке после того, как на нем появились покупки и произошел, допустим, какой-то сильный рост. Если происходит уход в небольшую коррекцию и распродаж на объемах нету, это говорит о силе покупателя, то что крупный игрок еще не разгружается. Скорее всего, при выходе из АХИ импульс и рост продолжится. Поэтому пока здесь явно покупатель есть, поэтому наблюдаем. Касательно Газпрома, то есть даже по нему был памп, собственно, там под закрытие рынка. Но инвестиционно, в принципе, он не сильно интересен, я уже об этом писал, поэтому по текущим ценам, лично для себя Газпром покупать не хочу. Там есть другие бумажки более интересные, которые можно рассмотреть, которые, скажем так, могут показать более сильный потенциал в текущей ситуации. Поэтому по Газпром пока инвестиционных покупок никаких сделано не было. И технически, на самом деле, я бы лучше за тем же Сбербанком последил, чем за тем же Газпромом. Хотя так или иначе все равно был выкуп, был памп, соответственно уход в накопление достаточно небольшой, поэтому за хаями последить можно. Опять же, тут больше спекулятивно, то есть если выход вверх состоится, в принципе могут выше запампить, но здесь больше какие-то точки входа в рамках дня, там с короткими стопами можно поискать. И по полюсу также хочу отметить, то есть у нас был, кстати, инвестиционно тоже эта бумажка интересна.
Вот, у нас по ней был довольно неплохой, соответственно, рост. Ну, при том, что, в принципе, золото последние дни неплохо валили. Хотя, опять же, тут настолько сильно отпадал полюс, что ну, с золотом сейчас достаточно сильная раскорреляция. То есть, по факту, мы намного сильнее перепадали за последнее время, чем золото. Ну и тут важно другой момент, соответственно, с точки зрения того, что будет происходить именно с драгметаллами и как будет действовать ФРС. Я уже отмечал, что рано или поздно ФРС переобуется, но пока логичнее бы какой-то финальный вынос сделать по сырью на ужесточение, соответственно, и драгметаллам сходить ниже, соответственно, это может в моменте еще оказывать давление на полюс. Ну и с другой стороны, важно понимать, что по сути уже первые звоночки от ФРС есть, то есть они уже сейчас начали печатать бабки. Ну, я думаю, потом мы еще эту тему отдельно поднимем чуть подробнее. И еще коротко отмечу ГМК. Он, в принципе, последние дни особой динамики по ГМК не было. В целом тоже можно последить за ним. Ну, глобально у нас многие сейчас бумаги в моменте росли. Если динамика такая же продолжится позитивная, то могут выкупать остальные фишки. Поэтому чисто технически ГМК находится в таком узком диапазоне. То есть, если будет какой-то выход выше, можно спекулятивно точку входа на лонг вполне рассмотреть. Первые цели в этом случае вполне могут быть в районе 14 400 примерно. Поэтому чисто на спекулятивную отработку ГМК можно вынести. Вот, на этом сегодняшний обзор буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Всем успехов, пока!